Вы думаете, что Пасха– это про яйца, шоколад и спокойные семейные выходные? В Испании все совсем по-другому. Первый раз, когда вы попадаете на Семана Санта, у многих возникает один и тот же вопрос. Что здесь вообще происходит? Люди в капюшонах, барабаны, толпы на улицах, процессии, которые идут ночью в полной тишине. И вы стоите посреди этого и не понимаете ни слова. Потому что проблема даже не в том, что вы не знаете испанский, а в том, что здесь все. И слова, и атмосфера, и традиции работают совсем по-другому. И если вы живете в Испании или только планируете переезд, Семана Санта– это тот момент, когда вы впервые по-настоящему сталкиваетесь с реальной испанской культурой. И без подготовки это может быть, мягко говоря, неожиданно. В этом видео я покажу вам, что на самом деле происходит в Испании на Пасху, какие слова и фразы вы будете слышать повсюду, и как не потеряться во всем этом, даже если ваш испанский еще не идеален. Потому что понять Семана Санта– это не только про традиции, это про то, чтобы начать понимать Испанию в целом. И обычно все начинается с одного момента. Вы выходите на улицу и попадаете в «процессион». Это слово вы будете слышать постоянно. Процессион– это процессия. Но если честно, слово «процессия» вообще не передает того, что это такое. Потому что это не просто люди, которые куда-то идут. Это очень медленное, характерное движение по улицам с огромными платформами, с музыкой, с барабанами и иногда в полной тишине. И вот вы стоите, смотрите на это и не совсем понимаете, как реагировать. Потому что, с одной стороны, это красиво, с другой немного непривычно, а иногда даже странно или, может быть, страшно. И вот здесь появляется еще одно слово, которое поначалу вам будет немного непонятно и, быть может, даже совсем незнакомо. Кофрадия– это братство, группа людей, которая организует процессионes. Но важно понимать, это не просто организация. У многих кофрадиас в Испании история насчитывает сотни лет. Некоторые еще появились в средние века. И в этот момент мы действительно по-настоящему начинаем понимать сам масштаб всего происходящего в Испании. Потому что это не событие на неделю. Это традиция, которая передается из поколения в поколение. И есть города, где Семана Санта ощущается особенно сильно. Например, Севилья. Там одни из самых известных процессионes в мире. Малага, где, кстати, участвует Антонио Бандерас. Вильядолид. Там все более сдержанно и даже немного строго. Кастия и Леон. В целом, где процессии часто проходят в тишине. И у каждого региона своя атмосфера. Где-то это очень эмоционально, где-то почти медитативно, а где-то может показаться даже жестоким или жестким для восприятия. Например, в Галисии. Там процессии гораздо более сдержанные. Меньше эмоций снаружи, больше внутри. В таких городах, как Ферроль, Семана Санта проходит почти в строгой, иногда даже суровой атмосфере, с барабанами, четким ритмом и очень сильным ощущением дисциплины. Если сравнивать с югом Испании, где все более эмоционально и открыто, в Галиции это переживается совсем иначе. Тише, глубже и иногда даже тяжело для психики. И особенно для иностранцев. Первый опыт может быть непростым, потому что темные одежды, медленный ритм, серьезные лица, ночные процессии. И если вы не знаете контекста, это может казаться кадрами из фильмов ужасов. Но для испанцев это совсем не про страх. Это про традицию, веру и очень глубокую эмоциональную связь с тем, что происходит вокруг. Здесь многие как раз и начинают понимать, что Семана Санта – это не то, что можно просто посмотреть. Это то, что люди проживают в деятельности. И здесь появляется еще одно слово, которое важно знать – «пассо». Это та самая
платформа, которую несут люди. Сейчас знатоки напишут, что это слово означает совсем другое. Но подождите, прежде чем писать это, послушайте следующее. Paso в обычной речи это шаг, темп, например, ir a buen paso, идти в хорошем темпе, проход, переход и так далее. Но в контексте Semana Santa слово paso имеет совсем другое значение. Это платформа, то есть те же носилки, на которой несут религиозную композицию, то есть фигуры Христа или Девы Марии, сцены из Библии, украшения, свечи. И это специальный термин не из повседневного языка. И такая конструкция может весить сотни килограммов. И когда вы это видите вживую, впечатление совсем другое. И чтобы вы лучше почувствовали масштаб того, что происходит, в таких процессиях участвуют не только обычные люди. Например, Антонио Бандерас. Да, тот самый актер. Он родом из Малаги. И каждый год во время Семана Санта он возвращается в свой город и участвует в процессиях вместе с другими. Не как гость, не как звезда, а как часть этой традиции. Он состоит в братстве, кофрадия, и для него это действительно важно. И вот в этот момент снова начинаешь понимать, что это совсем не туристическое событие, и это не красивое шоу для фото. Это часть культуры, которую люди проживают изнутри. И в такие моменты вы начинаете замечать, что вокруг вас присутствуют другие слова, которые используют испанцы, и которые вы, возможно, раньше вообще не слышали. Semana Santa, процессион, пасо. И если вы не понимаете, что это значит, вы как будто смотрите фильм, довольно жесткий, и без субтитров. Вы как будто видите картинку, но не до конца понимаете, что происходит. И вот здесь как раз начинается тот самый разрыв, с которым сталкиваются многие и о котором я ведаю на моем канале. Когда вы вроде бы знаете язык, но попадаете в реальную ситуацию и понимаете, что язык здесь живет совсем по другим правилам. И они очень отличаются от той картинки, которую вы создали у себя в голове. И вот следующий момент, который почти у всех вызывает очень сильный шок. Вы стоите, смотрите на процессион и вдруг видите людей в высоких капюшонах, остроконечных, полностью закрывающих лицо. И первая реакция у многих – замешательство и ступор, потому что это выглядит очень непривычно. И здесь важно знать следующее слово – «назареnos». Так называют людей, которые участвуют в процессии в таких одеждах. И да, если вы видите это впервые, у вас могут возникнуть самые странные ассоциации. Здесь даже можно проводить соцопрос по шкале от 0 до 10. Уверена, результаты были бы очень впечатляющими. Почти у всех иностранцев возникает одна и та же реакция. Полное непонимание происходящего. Но в Испании это не имеет никакого отношения к тому, о чем могли бы вы подумать. Это очень старая традиция. Эти одежды с капюшонами, которые называют капироты, символизируют покаяние и анонимность. Забавно, но считается, что человек надевает на себя такое одеяние как раз для того, чтобы скрыть себя и не быть в центре внимания. Но, как по мне, результат совершенно противоположный. А вы что думаете? Пробегают ли у вас мурашки по коже, видя людей вот так разодетых на улице? Интересный факт, что первая реакция у иностранцев на весь этот процесс – полное недопонимание от того, что происходит. Потом они уже начинают замечать детали. Здесь главное вовремя осознать, что Испанию невозможно понять только через язык или, например, учебники. Ее нужно почувствовать. Недаром испанские поэты, такие как Федерико Гарсия Лорка, всегда говорили не столько о событиях, сколько об ощущениях, которые они вызывают. О тишине, о напряжении, о внутреннем состоянии. И вот Semana Santa — это как раз про это. Здесь появляются слова, которые вы начинаете слышать вокруг. Nazarenos, capirote, cofradía. Поэтому, чтобы вы снова не оказались в той ситуации, когда вроде все видите, но не до конца понимаете, такие слова лучше знать.
И именно такие моменты чаще всего остаются в нашей памяти. Это совершенно не тот опыт, который можно объяснить словами. Это как музыка. Пока не услышите сами, не поймете, о чем речь. Но есть один очень интересный момент, который вы поймете сразу, без подготовки. Когда вы выходите на улицу и понимаете, что ничего, абсолютно ничего не работает. Магазины закрыты, банки закрыты, даже некоторые кафе тоже могут быть закрыты. И у вас может возникнуть один и очень логичный вопрос. А что вообще происходит? И вот здесь вы начинаете слышать фразу, которую в Испании повторяют постоянно. «Ай puente». Дословно это «есть мост». Но на самом деле это означает длинные выходные, несколько дней подряд, никто не работает. И Семана Санта — это как раз тот период, когда этот пуэнте чувствуется особенно сильно. Потому что жизнь в какой-то момент как будто бы просто замедляется. Город живет не в привычном ритме, абсолютно все подстраивается под процессии, под события и под традиции. И если вы к этому не готовы, это может быть довольно неожиданно. Вы вроде бы живете в Испании, строите планы, хотите что-то сделать, а потом резко понимаете, что сейчас не время. Многих иностранцев, а также только что переехавших людей, это очень сильно триггерит. Они постоянно пытаются сравнивать и приравнивать все к своей стране. Но здесь важно понять, что это тоже часть испанской культуры. Не только то, что вы видите на улицах, но и то, как меняется сама жизнь вокруг нас. Нужно понимать, что страна Испания в целом — это не про спешку. Здесь люди практически никогда никуда не спешат, а наслаждаются жизнью. И вот здесь у нас появляется еще один контраст, который сложно ожидать. С одной стороны, кажется, что жизнь замедлилась, а с другой стороны, вы выходите на улицу и понимаете, что просто не можете даже и шагу ступить. Людей огромное количество. Центр города обычно в такие дни перекрыт. Улицы заполнены. Все стоят, ждут, смотрят. И если вы попадаете туда впервые, ощущение может быть такое, что вы оказались на каком-то большом событии, либо, например, на макрофестивале, и к которому вы совершенно не готовились. И вот в такие моменты вы начинаете слышать фразу «Está todo a petar». Или просто «Esto está a petar». Дословно это вообще не переводится красиво. Но по смыслу это все забито, все переполнено, людей слишком много. Например, кто-то может сказать «El centro está a petar». Это значит, что в центр сейчас лучше вообще не идти, потому что там буквально невозможно пройти. Либо вам кто-то из испанцев может сказать «El bar está a petar, tenemos que estar de pie». И это как раз тот момент, где язык снова помогает вам ориентироваться в реальности. Потому что если вы понимаете такие фразы, вы начинаете не просто слышать испанцев, а понимать, что происходит вокруг. И Семана Санта — это как раз про вот такие контрасты. Тишина и одновременно огромное количество людей на улицах. Спокойствие и ощущение, что город полностью переполнен. И в какой-то момент начинает происходить интересная вещь. Вы все еще на той же улице. Вокруг те же люди, те же процессии. Но вы начинаете слышать слова, на которые вы раньше даже не обращали внимания. Назарено. И вы уже понимаете, что это не просто человек в капюшоне, это участник процессии. Или капироте, то есть тот самый высокий капюшон, который сначала вызывает столько вопросов. Или, например, косталеро. Это люди, которые несут платформу. И когда вы это узнаете, вы начинаете по-другому смотреть на процессион. Потому что вы понимаете, что это уже тяжелый физический труд. И люди пытаются подчеркнуть как раз это. А иногда вы слышите слово «саэта». И вдруг кто-то начинает петь прямо с балкона, без музыки. Очень эмоционально. И это один из самых сильных моментов Семана Санта. Или мадруга. Это уже не просто ночь, это особая ночь, когда проходят самые важные процессии в Испании.
И вот в такие моменты обычно и происходит понимание, зачем вообще нужен язык. Не для того, чтобы просто построить предложение правильно, а чтобы не теряться в таких ситуациях, чтобы понимать, что происходит вокруг, чтобы чувствовать себя спокойно в стране, в которой вы живете. Я это очень часто вижу на занятиях. Когда человек приходит с уровнем, он может читать, писать и даже говорить, но попадает в реальную жизнь и теряется, потому что звучит все по-другому. И мы начинаем разбирать именно такие вещи. Не из учебников, а из жизни. Как говорят в Испании, что вы реально услышите на улице, на работе, в магазине. И в какой-то момент человек начинает замечать: я это понял, я это уже слышал, я больше не теряюсь. У меня есть ученики, которые проходили весь свой путь адаптации в Испании. Кто-то просто хотел начать нормально понимать людей вокруг. Кто-то готовился к экзамену DELE, чтобы подтвердить свой диплом и потом работать по профессии. Для них язык перестал быть предметом, он стал инструментом жизни. Поэтому, если вы сейчас на этапе, когда вроде бы уже учите испанский, но в реальности не хватает понимания, вы можете присоединиться к индивидуальным занятиям или к разговорному клубу, где мы как раз разбираем именно живую речь, а не только правила. И, наверное, самое важное, что такие моменты, как Semana Santa, их просто невозможно понять через перевод. Их можно только прожить. И здесь язык – это то, что либо открывает вам эту страну, либо оставляет вас немного в стороне. Если вам откликается такой формат, подписывайтесь на канал. Здесь я делюсь не только испанским языком, но и тем, как он живет в Испании на самом деле. Новые видео выходят 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам, а в сообществе я регулярно публикую слова и выражения, которые можно сразу применять в жизни. И если вы хотите еще больше практики и полезных материалов, у меня есть телеграм-канал, где я делюсь дополнительными разборами и фразами, которые дополняют видео. И, кстати, отдельное спасибо тем, кто поддерживает канал через платную подписку. Для меня это действительно важно и дает возможность продолжать создавать вот такие видео для вас. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Напишите в комментариях, что вас больше всего удивило в моей подборке Semana Santa. И hasta pronto!